Через 60 секунд вы узнаете 3 великолепных места в Индии из наследия ЮНЕСКО. Мало кто о них слышал, тем более видел. Здесь почти нет иностранных туристов, а когда посмотрите этот ролик до конца, сможете сравнить их с другими мировыми достопримечательностями топового уровня. Спойлер, тут не хуже. Или это только я не знал про Эллора, Аджанта и Хампи? Давайте смотреть. Эллора. Храм целиком вырубленный из монолитной скалы со всеми украшениями, опорами, столбами, барельефами, мостами, внутренними залами и переходами. Сногсшибательное место, 8 век нашей эры, одно из крутейших мест, когда-либо виденных мною. Аджанта. Это пещерный комплекс, высечен на внешней подкове каньона реки. Как ее создавали технически, как умели осветить помещение для работ, а потом и для росписи, как добились такой точности сложных фигур и рельефов. Огромные трудозатраты, колоссальное по энергетике место. Хампи. Чуть более известная, поскольку расположена ближе к Гоа. Хампи – это древняя столица империи Видьянагар. Второй по величине город мира в 16 веке. Пройти мимо таких красот я не смог, собираемся в путь. Летим в Бангалор, IT-столицу Индии, а по ходу своего рассказа отвечу на самый острый вопрос. Грязно ли тут? На самый грязный вопрос. Остро ли тут? И самое главное, что с безопасностью? Об этом дальше. Ну, а вы, если у вас есть какие-то другие вопросы, пожалуйста, пишите, комментарии задавайте, делитесь своим опытом. Были ли вы тут, что видели, что знаете, что посоветуете? Довольно нудная дорога из Бангалора в Хампи. 250 километров проезжаем за 6 часов. Пейзаж ничем не примечателен. Одни ветряки на дороге, да невзрачные деревни. Уставшие добираемся таки до отеля, переодеваемся и на ужин. Отель шикарный, на ужине представление. Под музыку. Утром мы отправляемся на первую экскурсию. Едем в храм Виттала. В индуизме выделяют 3 основных богов. Брахму, Творца Вселенной, Шиву, Разрушителя и Вишну, Хранителя. Вишну представляет в образе мирянина, Шиву как аскета. Общество через поклонение одному или другому богу решает стоящую перед ним дилемму – насладиться мирской жизнью или отринуть ее порабощающее обаяние. Наш храм посвящен Вишну и состоит из нескольких залов. И наслаждение жизнью тут представлено в полной красе. Один зал музыкальный, предназначен для танцев, и давайте обратим внимание на его архитектурное чудо – 56 колонн. Они могут производить звук, причем, несмотря на то, что выглядят они все одинаково и геометрия у них схожая, звучат они по-разному. Есть зал церемониальный, для вступления в брак или для проведения религиозных обрядов. Зал украшен рельефами, описывающими многочисленные легенды Вишну, который, когда был молодым, был парнем не промах. Поскольку сам городок позиционируется ЮНЕСКО как самый большой музей под открытым небом, осмотреть его весь довольно сложно, и тут нам нужен и транспорт, и гид. А гид вам поможет погрузиться в необъятный мир индийской мифологии, божеств, религии, историй и баек. Сам я могу лишь остановиться на нескольких байках, которые запомнил или записал. Байка о бережной реставрации, о том, как вместо коней видите остатки конских хвостов на повозке. К ней приладили слонов, а верхнюю часть вовсе убрали. Орнамент тут тоже не просто так. Каждый слой или ряд украшения повторяет части зала в миниатюре. И сам храм. Храм чуть утоплен в земле и находится ниже ее уровня, что придает таинственности и загадочности. Когда заходишь внутрь, через узенький проход, оказываешься в неожиданно огромном помещении, украшенном и торжественном.
Смотри, тут у тебя какая аудитория. Поначалу нас даже развлекала эта простота местных жителей, которые хотели сфотографироваться просто с человеком, который выглядит не так, как окружающие их каждый день люди. Но по мере удаления от крупных туристических центров, а Хампи — это музей, который посещает до 2 миллионов иностранных туристов в год, интерес только рос. Вот в Аджанте и Илоре там народ поменьше, и народ попроще. Я бы сказал, совсем деревенщина. И тут уже проходу нам не давали. И уже целыми классами, во главе со скромными, но напористыми классными руководителями и физруками, сопровождающими выезды местных школьных экскурсий, бесцеремонно выстраивались для фото и просили сфоткаться. Иногда просто на мой телефон, лишь бы сфоткаться. Сама фотография им была как будто не нужна. Но об этом я расскажу далее. А это, вроде обычное строение, поразило меня, сам не знаю почему. Это слоновник. Слоновьи конюшни. Здесь содержали 11 слонов для выезда и парадов. Рядом конюшня для наездников. У нас даже слова нет такого. Где содержат слонов? Как назвать здание, где живут наездники на слонах? Хочется устроить здесь пикник, да, Екатерина? Да. Прийти с пледом, с бутылочкой холодного лимонада. И с досой, с масала. Да. И дождаться, когда будут выгуливать слонов из конюшни. И потом устроить гонки на слонах. Такой вид. Как вот такой план? Пикник. А вот что за сладости у нас живут в комнате в нашем номере. Здесь какой-то скворост, орехи запечатанные, но вот такие красивые. Миндаль. Острые, кстати говоря, штуки. Некрасиво выглядят, но сушеные какие-то вяленые фрукты с кокосовой стружкой, с орехом, очень вкусно. Эти орешки кешью salt and pepper вообще офигенные. Прям остренькие, как надо. Полуденный зной мы переждали в отеле. Едем встречать закат на холм Матанга. Он расположен недалеко от отеля. Совершили небольшую прогулку вместе с босыми местными жителями. Млад и Стар поднимаются наверх, чтобы насладиться видом. Но описывать закат я не буду. Заполню паузу освещением вопроса безопасности. Наш подход таков. Безопасность, безусловно, является важнейшим вопросом в жизни туриста. Надо ответить самому себе на несколько базовых вопросов. Исходя из ответов, делать выводы. Вопрос 1. Является ли турист донором туристической индустрии? На мой взгляд, безусловно. Турист всегда переплачивает, это заложено в систему. Второй вопрос. Может ли безопасность быть бесплатной? Может, но тогда риски увеличиваются. Готовы ли вы переплачивать за безопасность? Да, тогда риски, как правило, снижаются. И вот в тот самый момент, когда турист пытается вести себя как местный, что вообще-то нормальное желание, но в Индии турист очень заметен и уязвим, наступают те самые риски. Ты не хочешь платить за такси на стойке? Пожалуйста, выходи на площадь, торгуйся с толпой таксистов. Потом гадай, куда тебя завезут. Живешь в гостиницах для местных, они будут значительно хуже оборудованы, дешевле, но зубы чисти из бутылки. Всему есть цена, что может удивлять. Таковы правила. Турист платит больше. Если турист не хочет платить больше, тогда он вынужден тратить другой ресурс. Время, нервы, здоровье. Уважаем выбор. Я помню те времена, когда мы торговались за $2 за такси из аэропорта на 5 человек. Времени-то впереди вагон, считали они. Только не надо расслабляться. Чужая страна, другие правила. Не забываем про здравый смысл и аккуратность. Возвращаемся в наш прекрасный отель. Он гармонично вписан в ландшафт, и его архитектура повторяет дворцы и строения Хампи, неброско перенимая образы. Вот наш любимый слоновник, а вот анфилада отеля. Персонал готовится к ужину. Каждый вечер выкладывают из цветных камушков и песочка портреты правителей. Украшают цветами. Очень мило. Второй ужин едим
совершенно фантастическую какую-то еду, но я не могу ни слова описать и передать вам ни одного названия. То есть неизвестно, что едим, неизвестно, из чего сделанное, но такое вкусное, такое необычное сочетание всего на свете. Самое главное, непроизносимое название, что повторить это невозможно, и надо пробовать все. И кроме чикен тикка масала и бирьяни есть еще миллиард блюд разных. И одно другого лучше. Это мега вкусно. Все, правда, острое, это надо все пробовать. Все вообще. Все. Рубрика «Меня часто спрашивают, для чего нужны шапочки для душа». Шапочки для душа нужны для того, чтобы убирать грязную обувь в чемодан. Вот так поедут. Добрались-таки до Бангалора, посмотрели дворец Бангалор-Палас. Он оказался на 3 с минусом, и ездить туда не надо. Как и в сад Кубон. Наш отель круче. Хотя в целом город Бангалор оставил довольно приятное впечатление. IT-компании его накачивают деньгами, да и народ приятный. Но тут и Новый год подоспел. Наши друзья-товарищи собираются, и мы отлично, весело и зажигательно отмечаем праздник в толпе индусов, которые не отстают, но нет-нет, да и сфоткают из-под руки, как фаранги или сахибы пляшут с нашим дядей или тетей. Ну, в общем, мы отдыхали очень задорно, и настроение было отменное. Шалилов, крутецкий отель. Здесь тоже. Очень весело пели и плясали вчера. Сейчас едем в аэропорт, едем в город Аурангабад. Расстаемся с ребятами и из Бангалора, штат Карнатака, отправляемся в город Аурангабад, штат Махараштра. Вот где дыра-то. Но в той дыре бриллиант. Те самые Аджанта и Эллора, фанатом этих мест я и стал после поездки. Важно, если вы соберетесь в эти края, начните лучше с Аджанты. Расскажу чуть позже почему. Берем в отеле трансфер, машина стоит $50 на весь день с водителем. Это хороший отель, соответственно хороший водитель. И машина тоже приличная и большая. Но можно найти дешевле, даже в аэропорту было 30. Но смотри выше раздел про безопасность. Екатерина имеет успех. К комплексу буддийских пещер Аджанта есть 2 пути подъезда. Можно подъехать к главному входу, он находится на уровне реки, а можно сверху со смотровой площадки. Спуститься оттуда вниз, осмотреть общую панораму, каньон, вырезанные в скале храмы, они же пещеры, но надо чуть пройти, да мы и рад прогуляться. Но дальше началось. В комплекс приезжают школами и классами, девочки и мальчики. Скажем прямо, откуда-то издалека, не из столицы. Увидев таких красивых нас, начинает атаковать блондинку Екатерину, и было даже весело поначалу. Степенные физруки приглашали мэм на селфи и выстраивались в очередь. Потом шло фото с девочками класса, потом с мальчиками, потом шел другой класс, и так до бесконечности. Люди хотели внимания и общения. Мы были тоже открыты и приветливы. Но спустя час мы продвинулись на 50 метров по комплексу, а 26-я пещера не приближалась. Тогда приходилось делать морду кирпичом и двигаться, уверенно продвигаясь вперед, как будто у нас какое-то важное дело, и нас там ждут. Самые скромные труженики села, не осмеливаясь подойти к мэм, подходили ко мне, просили фото. Если у них не было телефона, фото просили сделать на мой телефон. Когда я начал зеркалить и спрашивать, откуда вы? Из Индии? Как интересно, нравится тут? Спасибо, сэр. Ну, в общем, вел светскую беседу и развлекался, стараясь не обидеть и не оскорбить. Что сказать про саму Аджанту? Первые пещеры вырубили во II веке до нашей эры. В VI веке здесь уже жило до 200 монахов, а также строители, художники, которые и создали эти буддистские храмы и монастыри. Аджанта известна росписями 30 пещер, которые сохранились в некоторых местах очень хорошо, но мне больше понравилась резьба по камню. Сами росписи мы не изучали, рассмотреть их как следует непросто,
У нас и так был передоз информации и впечатлений, потому мы просто ходили и смотрели. Аджанту заново открыли в 19 веке охотники на тигров. В 1819 году они оставили надпись о своем сенсационном археологическом открытии поверх росписей. Киса и Ося были здесь, ну или как-то там. А жители и строители покинули почему-то в 7 веке эти места, и больше 1000 лет здесь не было посетителей, кроме местных племен. Нет сомнений, что для историков и специалистов эта находка была настоящим сокровищем. Таковым она остается и по сей день. Если начинаешь понимать, что это вырезано все в камне, в базальте, мы находимся на 2-м этаже этого сооружения, так скажем, этого монастыря. Такая тончайшая роспись по камню, цветом, фрески или что это, картины, барельефы, рельефы, колонны, понятно, это базальт, материал базальт, то есть он вообще не режется, из него водопады делают. Мы приехали пораньше утром, чтобы успеть до приезда основной массы автобусов с туристами, и прогуляли до позднего обеда. Немного утомленные таким вниманием, жарой и эмоциями, отправлялись обратно. По пути нам водитель показал, как растет имбирь, хрен васаби и хлопок. Заснять я смог только хлопок, раньше как он растет я не видел. Мне казалось, что круче Аджанты уже ничего в эту поездку увидеть не получится, но нет. Эллора по итогу мне нравится еще больше, аж даже жалко становится Аджанту, потому что она тоже крутая. Поэтому и надо смотреть Эллору после Аджанты. Но сравнение все портит, поэтому будем просто наслаждаться. В Эллоре главная достопримечательность и изюм находится сразу при входе. Это храм Кайласа-Натха. Это так называемая скальная архитектура. Примеры такой вы знаете. Это Петра в Иордании, Лалибела в Эфиопии, в Египте Абу-Симбел. Я раньше такое видел в Каппадокии, но там все равно немного другое. Храм посвящен Шиве, высечен, двигаясь сверху вниз из скалы. Шива обитает на горе Кайлаш. Это его дом. При входе мы видим горбатого бычка Нанди. Это его средство передвижения. В глубине Лингам. Это изображение и символ самого Шивы. Сама Эллора вообще очень крутая, конечно. Просто в скале вырезанный храм огромный. Просто супер тема. Я прям впечатлен и поражен. Храм задумывался как памятник и символ побед над правителями других земель и нес политическое значение. На стенах рельефы с сюжетами из религиозных легенд, рамаяны. По периметру основание украшено фигурами слонов, символизирующими власть, воинское искусство и величие. Представьте, какое впечатление мог произвести на проходящих мимо купцов в X веке. В процессе строительства храма пришлось выбросить 400 тысяч тонн камней. Как это сделано, куда убрали отвал, мы сегодня не знаем. При этом храм, помимо того, что эстетически исключительно приятен, он еще и сложен технически. У него предусмотрена система для отвода воды, есть подземные ходы, построен мост, соединяющий этажи. Рядом расположено еще 2 десятка пещер, которые относят как к буддийскому, так и индуистскому стилю. Они служили монастырями, храмами и просто местами отдыха паломников. Чуть в стороне находится россыпь джайнистских храмов. Сохранилось их мало, были разрушены. Джайнизм – это философское движение, постепенно превратившееся в религию купцов и не чурающееся вещать о благосостоянии и изобилии, потому что это религия богатых, что и видно в отделке и работах. Много деталей, орнаментов, залы, где учителя проводили проповеди, богато украшены, хотя сами божества представлены нарочито просто, в образе аскетов и мудрецов. Кстати, вопрос, а почему они ушли отсюда? Это не знаю. Окошко тоже такое монастырское.
Прорубили, да, себе? Как ты думаешь, они монастырскую выпечку продавали здесь, из этого окна? Могли. Приехали пещеры, которые под номером 30, 31, 32. На них надо ехать на каре. Они немножко особняком стоят. И вот они вообще не хуже, чем вот даже 17-я знаменитая Кайлаш Темпл. Какой-то слон тоже на входе. Какая-то голова тоже какого-то. Верблюд, что ли? Непонятно. Сзади меня слон. Слон. Расписано все красиво. Вот эти на стенах, конечно, некогда цветные штуки. Мы видим медитирующего Будду, а вокруг соблазны. Но интересны нам стандарты красоты, которые применялись к этим рельефам, высеченных на стенах храма. Можно посмотреть, как выглядят мужчины и женщины. Вот эти все цветные росписи. Да, походу их тут уже лет 1000-1500 никто и не тронул. Зал внутри не до конца обработаны. Колонны-то высечены в камне. А вот остатки, которые недоделаны, просто порода, да? Камень. Ну и в углублении, понятное дело, наш друг. А вот кто наш друг, я не знаю. Ну, Будда, конечно, наверное, но... Она... Я нашел Екатерину. Она встречает. А если бы не встречал, я бы и не заметил, что потолок тоже резной, видите? Лотос тут. Есть лотос, значит есть и Будда. Поднялся здесь такой вообще тоже фигура классная. Его и зал какой светлый. Вообще класс. Смотрите. Блин, я вообще в восторге, конечно. Тоже все физиологично довольно. А самое главное, посмотрите, какой-то светлый зал. Самый светлый, наверное, из тех, что мы видели. Блин, и так все расписано. Классно вообще. Народ никого нет. Вот вообще большой плюс. Тоже слоники, лотос. Ну, колонны вообще чемпионы. Ну, как красиво. Потолок тоже расписной. Лотос. Наш любимый тип лестниц. 7 лет на флоте. Ступеньки вообще каждая по 50 сантиметров. Но запах тут, конечно, непередаваемый. Тут тоже Дед Мороз натуральную величину. Очередная пещера. Здесь колонна резная тоже, крутая. А в ней вот порода малахитовая проходит. Видимо, с ней боролись как-то, потом плюнули, видимо, оставить решили. Этот какой-то отдельный храм стоящий. 30А. Выглядит как незаконченный, да, какой-то. Все-таки, наверное, так и есть. Он брошенный, видите? Начали делать какой-то тут, назовем, алтарь. А вокруг все не отесано. Здесь можно посмотреть, что все сделано, как, видите, породу вырубали. Сколько труда. Кошмар, конечно. И колонну видно, как сделали, да? Видно, что она высечена из цельного куска. Да, потом обработана. И то же самое, вот высечены эти отверстия в ней. Вот. А потом доработано уже тонко. Почему они ее бросили? На крыше лотос, кстати. И слоники здесь тоже. Видите, прям из цельного куска. Не то, что их сверху наложили. А вот они его начали делать, но не закончили. Как и весь храм.
Вот такие карты возят и привозят. И на нем-то мы отправляемся обратно. Мы едем, едем, едем в далекие края. Несется, конечно, как адский сатана. А пещеры насмотрелись на 5 лет вперед. А то и на 10. Ой, она, смотри, какая большая. Там что, глубину? Какая огромная. Смотри. Здесь роспись. Там еще зал. Там еще один. Там еще один. Здесь, видите, готовая фигура. А суть потому, что зал не доработан весь. Видите, тут карьер еще. И левые вот недоделанные. А вот здесь нанесен чертеж. Будущее. Вот видите, лицо, фигура женская. И вот здесь тоже еще, видите, какие-то эти чертежи. А здесь уже вот барельеф готовый. Потом еще это севью. Боже, тут еще и этот самый окно в Европу. Все они высекли в скале. Туда зал, вниз лестница. Туда сейчас я сниму. Оба, ну вот тут еще, короче, выход. О, прям класс. Выход. А, тут водоем еще какой-то, да? Класс. И другие пещеры, да? А, еще и водопад. Ну вообще, короче, фэншуй абсолютно. Улевихи. Опять этот хрюн. Я не знаю, кто это такой. Но здесь они тоже все окрашенные. Дальняя, самая дальняя пещера. Блин, короче, пожалуй, вот этот комплекс самый интересный. Видите, тут глубина замысла какая. То есть там зал, ты заходишь в зал, а после того, как ты, видимо, совершил там все свои ритуальные дела, тебе открывается вид вот на вот эту частично, я так понимаю, созданную руками человека водопад и водоем, лестница и другие храмы. Получается в целом очень, конечно, такая задумка интересная и для глаза радующая. Фух. Это была наша последняя пещера. Очень меня впечатлило. Чего фиг знает, последняя. Последний заезд был. Возвращаемся к машине. Мы приехали в Тадж-Махал для бедных. Называется Биби-Кар. Здесь в Аурангабаде своя достопримечательность. Реплика. Заходишь, а тут такая могила, заброшенная деньгами. Ох, тут такой вид. Так. Опасность трогать эти штуки. Вот как мы провели остальные 4 дня. Ну, а после 10 дней перелетов и переездов, ранних подъемов и экскурсий, очень насыщенной поездки, мы заслужили 4 дня и на море поваляться. Нам вполне понравился пляж Палалем. Ну, не Мальдивы, конечно, но и не Арамболь. Так что вот, друзья, не забываем читать объявления на заборе, как ни странно. Бывает ценная информация. Вот, например, сегодня суббота, сегодня видим рынок. Вчера этого объявления не было. Вот. Или расписание тут йоги. Ну и кому нужно. Или здесь учат рисовать. На Палалеме погуляли, тут тоже на соседний пляж дойти. Очень симпатичные развалины. Немножко так подзасрано, конечно, но места красивые. Напоминает Таиланд нам зачем-то, но классно все равно.
Природа мне нравится. Нас спрашивают, а что с гигиеной в нашем отеле? Что с гигиеной вообще в Индии, и конкретно в Гоа, например? Ну вот наша ванна, которая, извините, уже эксплуатируется, но самое важное, что вы тут должны увидеть, это вот эти стаканчики и вода. Для чего они нужны? Воду из-под крана пить нельзя, зуб чистить с ней нельзя. То есть это хороший отель, но вода здесь, видимо, опресненная, поэтому для очистки зубов используется вода из бутылки. Ну, вот это единственное неудобство, наверное, которое тут есть. Но оно есть. Ну, помимо этого, конечно, в местах скопления туристов тут довольно чисто. В целом, засранность повышенная, конечно, но не пугающая. Не пугающая совсем. А сейчас мы отправляемся домой. Сегодня последний день. Признаком хорошего отдыха считаю желание, во-первых, вернуться домой, а во-вторых, вернуться в то место, откуда ты уезжаешь. Мне хочется и того, и другого. Хочется, конечно, уже и домой попасть, и хочется сюда куда-нибудь вернуться. Палалем, вообще отличный пляж. У нас очень крутая была поездка. Эти пещеры, храмы, столицы древние, куча приключений. Просто супер. Всем сюда, всем надо, всем пока.